Сегодня история Земли унесет нас на миллионы лет назад. Но не в жаркие леса и джунгли, а на холодную, неприветливую территорию, на которой обитали различные кровожадные чудовища. Это Аляска, 69 миллионов лет назад. Климат был чуть теплее, чем в современных северных странах. Летом температура достигала 30 градусов по Цельсию, зимой до минус 10. Настоящая зима с сугробами и льдами, но значительно теплее, чем наша современная. Казалось бы, это невозможно. Динозавры среди снегов и льда. Но это действительно было так. Несмотря на негостеприимные условия, меловая Аляска была довольно оживленным местом, где под сенью хвойно-широколиственных лесов, состоящих в основном из ближайших родственников метасеквойи и болотного кипариса, бродили самые разные животные. А вот и первые жители – пятиметровые рогатые пахиринозавры. Они отлично соседствовали с утконосыми эдмонтозаврами, которые были величиной с настоящий автобус. А вот и первый зимний хищник – 6-метровый нанукзавр, уменьшенная копия тираннозавра. По сравнению с Тирексом он намного меньше, но кровожадности у него от этого не убавилось, а даже наоборот. Он внимательно следит за тем, что происходит на его территории. Если какое-то невнимательное животное пересекло территорию нанукзавра, оно подписало себе смертный приговор. И этими невнимательными животными стало стадо пахиринозавров. Травоядные были увлечены тем, что искали себе пропитание в небольшом лесу. Стая нанукзавров из 3 особей уже почувствовали запах животных и начали преследовать пахиринозавров. И это было не просто банальное преследование, а четко разработанная стратегия. Лес для травоядных – это настоящая западня. Некоторые из пахиринозавров могут запросто отбиться от стада и погибнуть от лап хищника. Поэтому стадо, почуяв угрозу, торопливо стремится выйти из леса на открытую местность. Выходя из чащи, пахиринозавры становятся в круг и опускают головы, выставляя на хищников огромные смертоносные рога. Но нанукзавров это абсолютно не пугает. А один из них, более смелый, даже бездумно пытается атаковать травоядных, но получает отпор. К счастью, для него не смертельный. Нанукзавр отбегает на безопасное расстояние. Такие противостояния могли длиться по несколько дней, в том числе из-за сильной метели, которая мешала как хищникам, так и травоядным. Нанукзавры периодически проверяют стадо пахиринозавров на бдительность. И хищники дождались момента, когда у стада нарушился строй и началась паника. Стадо бросилось в бегство, преследуемое хищником. В конце концов, один пахиринозавр выбился из сил и отстал от стада. Нанукзавры моментально его окружили. После недолгого противостояния травоядный был побежден. А это дромеозавры. Небольшие хищники длиной около 2 метров с хвостом и весом около 15 килограмм. Они имели много острых зубов, а также крупные серповидные когти на лапах. Тело дромеозавра было покрыто перьями. Перья сохраняли тепло для этого животного, потому что дромеозавр был теплокровным. Этот хищник был постоянно в поисках добычи на своих охотничьих угодьях. Удивительные и опасные создания не брезговали даже насекомыми. Но когда им была нужна по-настоящему большая добыча, на охоту выходило 3-4 особи, потому что в одиночку с большим животным было не справиться. На пути дромеозавров появилось большое стадо травоядных – гадрозавры из семейства утконосых ящеров. Они гиганты по сравнению с дромеозаврами, но ловкость и внезапность на стороне хищников. Спасение гадрозавров только в командном сплочении. На пути травоядных большая река, покрытая льдом. Вожаки начинают выбирать самое безопасное место для перехода. Стадо осторожно переходит по льду, который местами очень тонкий, а дромеозавры внимательно следят за травоядными. Взрослых особей они не собираются атаковать.
Их цель – детеныши. Стадо, завидев хищников, начинает паниковать. В итоге некоторые из детенышей гадрозавров оказываются в реке и тонут. Наконец гадрозавры пересекли опасную реку и устремились в безопасное место. Дромеозавры не смогли преследовать их дальше. Охота прошла неудачно. Но ужин на несколько дней им обеспечен, потому что река прибила к берегу утонувшего молодого гадрозавра. Самый необычный полярный динозавр – 7-метровый антарктический криолофозавр. Охотился этот хищник на довольно крупных растительноядных зауроподов, однако не брезговал и мелкой добычей. В единственном найденном скелете обнаружились зубки триптилодонта, мелкого родича млекопитающих. Чтобы догнать такую добычу, криолофозавр должен был быть подвижным и стройным животным. Но были моменты, когда перед этими хищниками вставал вопрос выживания. В борьбе за самку часто погибал один из соперников, и тогда, чтобы не выбрасывать еду на ветер, криолофозавры занимались каннибализмом. Также происходили случаи поедания собратов в моменты серии неудачной охоты. Хищникам овладевало чувство голода, и ему было уже все равно, кем питаться. Еще один полярный житель – троодон. Троодон был маленьким динозавром, достигавшим до 2,5 метров в длину и до 50 килограмм в массе. Конечно, он не выглядел так страшно, как тираннозавр, но окаменелости говорят о том, что троодоны были такими же беспощадными охотниками, как и тирекс. Эти небольшие хищники выследили стадо эдмонтозавров и собираются поохотиться на них. На первый взгляд кажется, что взрослому эдмонтозавру почти нечего бояться. 12-метровое травоядное против 2-метрового хищника. Гиганты против пигмеев. Но не все так просто. Во-первых, арктические троодоны отличались размерами от своих южных собратьев. Во-вторых, это были ночные хищники, а травоядные ночью спали. И в-третьих, у троодонов соотношение мозга и тела было больше, чем у любого другого динозавра, а значит, он был более интеллектуально развит. Также у этих хищников были невероятно большие глаза. Они могли охотиться ночью так же хорошо, как и днем. Среди всего стада травоядных троодоны старались выбрать самую молодую или самую слабую жертву. И вот началась молниеносная атака на спящее стадо эдмонтозавров. Травоядные были застигнуты врасплох. И вот один детеныш совершил опасную ошибку. Он отделился от стада и побежал в противоположную сторону. Троодоны последовали за ним. У малыша не было сил далеко убежать, и троодоны атаковали его. В их глазах был только звериный аппетит. Помощь пришла неожиданно. Сработал материнский инстинкт. Взрослая самка эдмонтозавра появилась перед троодонами неожиданно. Ударом хвоста она смертельно ранила одного из хищников. Двое других троодонов успели убежать. Раскопки древних окаменелостей показывают, что троодоны процветали на этой территории, питаясь детенышами травоядных и погибшими животными. Так же, как и большинство хищников, они были падальщиками. На Чукотке, в районе прибрежно-морской бухты Золотого хребта, в поздних периодах мезозоя обитали представители ламнообразных, песчаных, плоскотелых и ковровых акул, а также цельноголовых химер и весьма больших по размеру скатов, всевозможных ракообразных, гастропод и аммонитов. Довольно часто в такие моря заходили крупные особи мозазавров. По берегам морского бассейна произрастали хвойные виды деревьев, занимавшие горные хребты и ближайшие низменности. В конце юрского периода здесь, вероятно, было обширное море, в котором плавали плезиозавры. Также и телозавры облюбовали северные районы нашей Земли. Пропитания было здесь больше, чем достаточно. Подводные погони за добычей не прекращались ни днем, ни ночью. Обильное разнообразие рыб в этих местах делало большой шаг в миграционных процессах хищников, а также и в их эволюции.
позднем меле сухопутные динозавры процветали на Чукотке. Недавно останки гадрозавров были обнаружены в районе Восточной Чукотки. Однако видовая принадлежность этих рептилий еще остается под вопросом. В то время Чукотка была раем для растительноядных динозавров. Большая часть Чукотки была покрыта густыми хвойными широколиственными лесами. Здесь росли папоротники, цикадовые, голосеменные и цветковые растения. Именно ископаемые флоры позволяют нам понять, чем питались гадрозавры, жившие в этих районах. Жили они здесь очень хорошо и попадали в этот район в результате миграции. Фрагменты костей еще полностью не изучены, однако уже ясно сейчас, что эти рептилии жили здесь в условиях полярной ночи и мягкой полярной зимы. Это были по-настоящему арктические динозавры. Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Ставьте палец вверх и оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться, если еще этого не сделали. А также нажимайте на колокольчик, чтобы быть первыми, кто увидит новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».